Здравствуйте, с вами Siemens Hand, и я хочу сказать вам о том, как я решил заниматься бонсай. На всем известном китайском сайте я заказал семена. Это был набор из, кажется, 50 видов. Стоил он что-то порядка около $2, и через месяц или чуть больше этот набор мне пришел. Ну, видов деревьев здесь очень много. То есть здесь есть марпл, это мирт, кажется, яблоня, это ель голубая. Это тоже какая-то ель, но уже не помню. Абиция, даже не имею ни малейшего понятия о том, что это. Грейпфрут, мирт, лимон, сакура, то бишь вишня, вистерия. Понятия не имею, что это, и нигде не могу найти, что это за дерево. Сосна. Так, это был подарок семена подсолнечника. И йоз. Тоже, честно говоря, не имею ни малейшего понятия. Ну, что... кроме того, я заказал такие вот инструменты. Кстати говоря, очень удобные. Стоили они тоже порядка $2. Очень удобная вещь. И вот удобрения. Ничего пока не могу сказать о их эффективности, вот, потому что я их еще не добавлял. Итак, вот из этих всех семян у меня проросла только сосна. Где она? Сосна. Вот. Пайн. Сосна. Остальное все у меня или сгнило, или просто никак не взошло. Но я их не замораживал. То есть я не проводил стратификацию. Я просто их посадил так вот и поливал. И через месяц у меня уже появились сосны. Ну, сеянцы сосны. Я посадил 4 семечка, а вырос у меня только 2. Но они уже вот такие. Сейчас им около 3 недель. Они у меня уже стали напоминать сосны. Более-менее. Я выращивал их в стаканчиках, а потом рассадил в такие вот горшочки. Это моя гордость. После того, как я разочаровался в китайских семенах, я заказал наши. Это сосна карибская. Где она у меня? Вот. Но пока еще здесь ничего нет. Но она посажена. Это вишня маголепская. Вот она. Тоже пока ничего. Это у меня прошло 2 недели. Сосна Веймутова. Вот она. Сосна Веймутова. Тоже пока ничего. Ель голубая колючая. Ель голубая колючая. Вот. Ничего. Ну, я думаю, что еще просто рано. И сосна Армандо белая китайская. Так, эти семена, они, ну, конечно, стоили гораздо дороже, чем китайские аналоги,
но они и выглядят на самом деле гораздо лучше. Они какие-то такие свежие, опрятные и приятные на вид. И в общем, я возлагаю на них большие надежды. Собственно говоря, теперь мне остается только ждать. Вот все мои будущие деревья бонсай, я надеюсь. Они все здесь. Эти семена, ну, я не буду их выбрасывать, но я, честно говоря, не думаю, что они когда-нибудь мне еще пригодятся. Так что будем ждать, и если вам интересна эта тема, то я буду снимать еще по мере роста. Да, кстати, хочу добавить, что у меня нет никакого опыта абсолютно в выращивании бонсай, и я буду постигать все это вместе с вами. Вот, надеюсь, вам будет интересно. Сейчас я вам покажу еще раз мои грядки условные. Всем спасибо.